В Манчестере очень любят рисовать пчелок практически везде. Березовая роща и футбольные мячи. Как березки шумят, да? No one's ever going to forget the boys from 66, are they? Закончилась у нас 14-дневная самоизоляция. Провели стрим на канале. И сейчас ходим, гуляем, снимаем для вас интересное видео. Население города Манчестер 547 тысяч человек. Город был основан в 1301 году. Находится на северо-западе Англии. Крупнейший промышленный город, в котором произошла так называемая промышленная революция, где было очень много различных предприятий промышленных. С одной стороны, не очень большой город, но с другой стороны, очень развитый. Впервые о Манчестере вообще упоминается в X веке, в начале X века, и возник он на месте одного из кельтских поселений. Пришли в местный паб, достаточно известный. Лена себе заказала стифи таффи паддинг, а я себе заказал биф хаш. И это прям в этом месте сюда специально приходят, чтобы поездить говяжий вот этот хаш. Посмотрим, что это такое, насколько это вкусно. Друзья, традиционное английское блюдо — это говяжий хаш. Он выглядит вот так. Раскушенная говядина с картошкой. Это яйцо, кусочек бекона, свежий хлебушек с маслом. Специально для вас будем пробовать и рассказывать о самых вкусных блюдах Великобритании. Очень много здесь всего жирного и жареного, поэтому тушеное блюдо для меня это как вот прям бальзам на душу. Свежий хлеб с маслом. Соленое масло? Бекон пока уберу. Яичко. Волнованная говядина. Это очень вкусно. Ощущение, что ты ешь стейк. По вкусу что-то такая копченость какая-то присутствует. Дымок. А она с чем там? Там картофель? Картошка с мясом. А что для русского человека? С яйцом еще, и с хлебушком. 4,5 из 5. Что не так? Солим недавно. Очередной свободный день в Манчестере. Идем завтракать чисто английским завтраком. Осталось место найти. Пришли в британский паб. Заказали чисто британский завтрак. Яйца, фасоль, сосиски. Сейчас будем пробовать. Очень демократичные цены относительно цен, которые у нас были в доставке. Вот традиционный завтрак стоит всего 3,99, это 4 фунта. В доставках, наверное, минимум в 2 раза дороже. Но наконец-то эти дни самоизоляции для нас окончены. Мы можем свободно передвигаться по городу. Вот такой вот завтрак нам принесли. 2 сосиски, яйцо. Это вот хэш-браун, помидоры, какая-то ветчина, гриб, тосты, масло, апельсиновый сок. Впервые на 15-й день я ем традиционный английский завтрак, приготовленный англичанами, а не мной самим.
Очень хотел попробовать гриб. Сосиска. Горячо. Что, мечты сбываются. Я ем английский завтрак. Хаш-браун. Или драник по-нашему. Отлично. Что, знаете, как хочу сделать? Бутерброд с яйцом. Друзья, перед нами Манчестерский собор. Этот собор был построен в начале 15 века. И сейчас в нем сидит епископ. Он был построен в стиле вертикальной готики. Красивое здание. Дальше вот того знака вход пешеходам запрещен. Махатма Ганди. Недалеко от собора Манчестера хотим попасть на колесо обозрения. Вот здесь торговый центр. Уже красивое здание, архитектура. По-моему, здесь у нас вход. Колесо обозрения, оказывается, было демонтировано в августе 2015 года. Оно передвижное, и его больше не устанавливали. Поэтому мы сейчас идем в Национальный музей футбола. И вот так вот он выглядит. В Манчестере очень любят рисовать пчелок практически везде. Это связано с тем, что они очень трудолюбивая нация, поэтому пчела стала символом Манчестера. На небольшой площади перед музеем Манчестера. Сейчас попробуем туда попасть с этого маски. Везде все размечено стрелочками. Итак, мы заходим. Вот, например, это первый свитер, который носил Арнольд Кирк Смит в первом в мире интернациональном матче между Англией и Шотландией в 1872 году. Англия — это родина футбола. Хорошо здесь все отсвечивается. Можно видеть и меня, и экспоната. Различные кубки здесь собраны. В 1962 году в полуфинале Чехословакия выиграла Бразилию. Много разных футболок и атрибутов людей, которые играли в футбол в разное время. Здесь вот у нас краткая история, начинающаяся с 1872 года. Англия впервые играет с Шотландией на первом официальном международном футбольном матче. И в 1888 году Англия впервые выиграла чемпионат. История. Все важные моменты в истории футбола Англии. В
1996 году проигрывает Германии в серии пенальти в полуфинале. В 2009 женщины вышли в финал УЕФА и проиграли Германии. И в 2015 выиграли третий Кубок мира в Канаде. В 2018 году Англия дошла до полуфинала и проиграла Хорватии 2-0. И осталось еще место для будущего. Футбольные менеджеры Англии. Geoff Hurst, a true England hero. No one's ever going to forget the boys from '66, are they? Great players. Will they apply his teaching? May we, in 1970, be represented by a team of sportsmen as good as these winners of the World Cup? You know, Футбольные значки клубов. В 1890 году женщины носили такую вот футбольную форму. Мне кажется, сегодня тоже бы зашло. Раздевалки футболистов, шкафчики вот так вот выглядели в разных годах. Бутсы и перчатки. Мячи с различных турниров. Официальный мяч 1974 года. Команда футболистов Сьювилл Таун восстанавливается после матча, в котором они победили в 1963 году. Находятся в горячей ванной, пьют и курят. Здесь мы смотрим на первые майки, которые появились при игре в футбол в 1874 году. Royal Engineers. А здесь можно купить подписанные бутсы известных футболистов. Вот, например, бутсы Анри, как его называли у нас, за 299. На площади перед футбольным музеем, с обратной стороны собора. Сейчас двигаемся в сторону набережной, пройдемся вдоль реки. Этот город можно назвать городом сбалансированных контрастов. С одной стороны исторические здания, с другой стороны хай-тек. Церковь Святой Анны. Манчестерская ратуша. Здесь сейчас сидит мэрия. Построена в 1877 году. В готическом, викторианском стиле. Ну что, мы закончили наше путешествие по Манчестеру и направляемся в Лондон на таком скоростном поезде. Сейчас не час пик, поэтому поезд практически пустой. Мы с комфортом, сидя за столиком, путешествуем по Англии.